Всем привет, Замитаричан! Сейчас мы находимся в Испании, в городе Валенсия. Изами впервые в этом месте. Хадимите Дайоне, Валенсия. Поэтому сегодня покажем вам, как японцы видят Валенсию и Испанию в целом, что удивляет и кажется необычным. Поехали! Поехали! Вот там находятся башни, и за ними находится старый центр Валенсии, как я поняла. А здесь вот такой огромный парк под названием Турия, который раньше был рекой, и ее перенесли в другое место, а на ее месте сделали вот такой вот длинный парк. В интернете разная информация, где-то пишется, что это 7 километров длиной парк, где-то 11 километров, но одно верно, это длиннющий парк, где можно гулять часами, и там также есть разные, допустим, вот здесь теннисные корты, футбольные поля. Прикольно. И Анеконо Коэн, Турия Коэн. Недалеко от парка находится первая достопримечательность, которую мы решили посетить – ворота Сиранос, построенные в конце XIV века. Они служили не только оборонительным сооружением, но и парадным входом в город с севера, как мне рассказал ChatGPT, а сейчас это один из символов города Валенсия. Мы поднялись внутрь этой башни. Вход стоил 2 евро с человека, но вроде как по выходным бесплатно, если я не ошибаюсь. И также можно зайти бесплатно, если у вас есть карточка туриста Валенсии. Отсюда открывается такой красивый вид на город. И можно подняться еще выше. Тут такие перила. Это, конечно, безопасность Японии бы не простила такое. Для тех, кто боится высоты, не рекомендую, но с этих башен открывается невероятный вид на город, особенно на его старую часть. Вы только посмотрите, как красиво. Поскольку это наш первый раз в этом городе, мы решили для начала пройтись по самым туристическим местам, поэтому дальше мы идем в центральный рынок Валенсии посмотреть, что у них продается. Мы хотим что-нибудь пообедать, позавтракать на этом рынке. Очень красивое здание, и посмотрите, вверху даже апельсины нарисованы на крыше. Мы уже были на похожем рынке в Барселоне, но здесь как будто больше пространства. Конечно, тоже супер туристическое место. У меня родители, кто сейчас живет в Валенсии, не покупает здесь, потому что говорят, что по цене получается в несколько раз дороже, чем в не туристических местах. Но здесь вот так вот все красиво выставлено на показ. Поэтому просто прогуляться и полюбоваться подходит. Мне очень нравится, как они вот так вот раскладывают красиво овощи и фрукты, артишоки. У нас в Японии обычно все уже упаковано в пластиковые пакеты, поэтому такие рынки для меня сейчас это воспоминания приятные. Нас, конечно, после Японии не удивить разнообразием рыбы, но все равно очень классно, много всего. В Валенсии есть какой-то специальный их кофе, кафе Кремат, я не знаю, как это читается, поправьте меня. Это кофе с ромом, сахаром, корицей и лимоном. Что-то на намерюка. В Испании и Валенсии также подают вот такой вот хорчата, напиток, сделанный из тигрового ореха. Не знаю, это вкусно или нет, но попробуем, как туристы настоящие, что же это такое. Ну что ж, Изим пробует хорчата. Сначала うまいと思ったけど、すごく甘くて美味しいんだけど、なんか喉越しが味の薄い豆乳みたいな。ああ、豆乳っぽい、なんか、まあナッツでできてるもんね。なんか、なんか青臭い感じの。飲み切れる。生っぽいナッツって感じ。意外と美味しいよ。本当。そんなに悪くない。О, не так, что я ожидала. Очень необычный вкус. Сладкое, чем-то похоже на
разбавленное водой миндальное молоко из сырых миндалей. Ну, кстати, неплохо. 美味しい。 О, すごい美味しい。 здесь находится еще один Меркадо рынок. Меркаде Рюсафа, если я не ошибаюсь в произношении. Не ругайте меня, пожалуйста. Он похож на более локальный, я бы так сказала. Этот рынок больше похож уже на локальный рынок, не такой фотогеничный, как видите. Но здесь, мне кажется, должно быть дешевле. Здесь уже чем-то похоже даже не на испанский рынок, а на украинский. Такой вайб обычного базара, я бы так сказала. Но, конечно, сыры все смотрятся великолепно. Единственное, что сейчас уже 2:30, а они закрываются в 3, поэтому я вижу, что многие уже ушли на сиесту. Хотя сегодня выходной, но у испанцев самое важное, наверное, отдых, в отличие от японцев. В Валенсии есть местный напиток под названием Аква де Валенсия. И аква – это вода, поэтому мои родители думали, что это какая-то местная вода. И не могли понять, почему она так дорого стоит и почему ее все пьют. Но выяснилось, что это вот такой вот напиток, сделанный из апельсинового сока, поскольку в Валенсии много апельсиновых деревьев, и, в принципе, этот регион знаменит своими апельсинами, с добавлением водки и вроде как шампанского тоже. На вкус обычный сок апельсиновый с алкоголем, но, в принципе, освежающий, неплохо. ちょっと深めのバレンシアオレンジって感じ。爽やかですね。美味しい? まあ美味しい。 Сегодня мы пришли на групповую экскурсию посмотреть на знаменитые валенсианские апельсины. Поэтому мы приехали на вот такую вот огромную ферму апельсинов. И сейчас нам ее покажут. Идемте с нами. Все в оранжевом под апельсины. Вокруг сплошные апельсиновые деревья, и эта плантация апельсинов 8 гектаров размером. Эта ферма довольно большого размера. Смотрите, мы здесь снова подзабираемся по камням наверх. Это, видно, наша судьба в любой стране. Климат совершенно не такой, как в Японии. Хотя у нас тоже очень много цитрусовых деревьев, и мандарины, и апельсины, и лимоны. Интересно, наверное, совсем другой вид, поскольку в Японии влажность высокая, но это не мешает нашим цитрусам расти. Вон те горы отделяют это место от Средиземного моря, и поэтому здесь на 3 градуса жарче летом и на 3 градуса примерно прохладнее зимой, что хорошо для апельсинов, им нравится контраст, как нам рассказали. Сейчас мы будем выбирать апельсины и срывать их с дерева, и сразу на месте есть. Когда срываете апельсины, нам рассказали, что их нужно вот так вот прокручивать, чтобы не оторвать вместе с листьями. Но мы это и так знаем, у нас в Японии тоже много цитрусов. Класс. Но я не уверена, что он хорошо созрел. И она дальше показала, что нужно откусить сверху кожуру. И она прямо так его ела, но мне кажется, я не смогу. Умай. Вкусно, сладко. こう食べるとわーってなるからこう食べる食べてみる結構美味しいよ確かに上向いちゃダメだね。ね、ジューシー。 В Японии тоже есть апельсины, но за счет климата здесь они более сочные и сладкие, поэтому это был классный опыт. А дальше нам показывали, как их сортируют на разные размеры. Припахали. Свежевыжатый апельсиновый сок. Кампай. Очень вкусно. Мы все пропустили? Ликер раздают, я поняла. Апельсиновый ликер? О, ну я думаю, куда все люди делись.
Вау. Вкусно? Вкусно? Ну-ка. Поищи. Мне налей. Компай. Вот это ферма, я понимаю. Правильно. Оранж. О, неплохое. Оно похоже на... Но я не чувствую прям сильно апельсинов. Такой ликерчик, немножко кисленький, кисло-сладенький. И в завершении нашего тура по апельсиновой ферме будем собирать с собой апельсины. Нанко хайрю кана. 5個ぐらいだね。パンパンに入れるつもりで。ぐらい。Добыча на сегодня. Думаю, ни для кого не секрет, Испания знаменита своим испанским оливковым маслом, оливковыми деревьями. Они здесь везде растут, все горы в оливковых плантациях. И я очень люблю испанскую кухню, и также в особенности оливковое масло. Поэтому сегодня мы приехали на ферму посмотреть, как же выращивают оливки и делают одно из самых качественных масел здесь, в Испании. И также мы узнали, что этот фермер продает оливковое масло на Японию. Это одна из самых больших покупателей этого масла в разные очень классные японские дорогие отели и даже в первый класс в самолетах японских авиалиний. Но я думаю, это масло в Японии ни разу не видела. Видимо, оно слишком элитное и в магазинах обычных не продается. Поэтому идемте. Какая красота! Они, наверное, здесь даже живут. В этом здании у оливковой фермы. Мечта в таком месте жить. Отсюда видны оливковые плантации. Здесь 70 гектаров оливковых плантаций. Вау! Очень приятно пахнет. У нас дома в Фукуоке тоже есть оливковое дерево большое во дворе, но, к сожалению, на этот сезон, когда цветы начинают цвести оливковые в июне, в Японии выпадает сезон дождей, и у нас почти каждый день дожди, иногда даже очень сильные, и из-за этого такие вот еще слабые оливковые цветы опадают, или пыльца становится мокрая, и поэтому у нас на нашем дереве, по-моему, ни разу не было оливковых плодов, к сожалению. Здесь, в Испании, понятно, почему они так славятся своими оливковыми деревьями и маслом. Идеальный, наверное, для этого климат. У них не так уж часто дожди, тем более вот сейчас вот в июне, когда цветут деревья. Для людей, кто любит оливковое масло, как я, это рай. This one, a cut, and this one is newer. Мгм. So we need to try to have the branches as new as possible. Ау. Next year we are gonna take out this one, Ау. and we need to start renovating the tree. Вау. This is the secret for alive, no? For the life of the tree. Вначале я удивилась, что у них самый большой покупатель, не считая Испании, это Япония, но потом вспомнила, что японцы, да, те еще гурманы, и у нас также очень много мишленовских ресторанов, которые не именно японскую кухню готовят, а итальянскую, французскую, испанскую, и при этом японские шефы продюсируют эти мишленовские рестораны, и они по всему миру путешествуют и подбирают лучшие продукты, лучшее масло, вино и так далее. Вау! I really like to do this. О, такой цвет красивый. And now, you know, Almost like wine. this is amazing. It's so elegant. Он вообще другой. Да? Хорошая реакция. У тебя волосы дыбом стали на руках? Давай, изми. Вообще другой. Good reaction. Цвет невероятный, и нам сказали, что оно не фильтрованное, поэтому вкус должен быть другой. Шляпой. Оно немного горьковатое, и даже привкус очень зеленый, как у травы, поэтому, мне кажется, есть те, кому не понравится, но оно считается более пикантным, и для тех, кто любит оливковое масло, мне кажется, просто вот
Это оливковое масло деревьев, которые были без оросительной системы, только под дождем. И они очень, не пей, они очень сильно страдали без дождя. Чем оно пахнет? Другое? Ну, другое. О, Изми говорит, как лес пахнет. Ага. И, конечно же, главная достопримечательность Валенсии – город искусства и наук. Птички там явно недовольны, что круглая крыша. Издалека смотрится, как будто все белое, из белого материала, но вблизи, если присмотреться, видно, что сделано из плитки. Такой, наверное, респект Гауди. Внутри сделали очень красиво тоже, как такой парк. Только на одну эту локацию можно выделить целый день. Здесь находится океанариум, музей науки и разные выставки. Как кости какого-то кита или чего-то. Внутри тоже словно внутри кита. Сейчас мы приехали в морскую часть Валенсии. Здесь находится пляж. Люди купаются, загорают. И сейчас мы будем идти в порт Саплая, если не ошибаюсь название. Место чем-то похожее на Венецию, как нам описали. Так что идемте с нами. Снаружи даже и не скажешь, что что-то есть здесь. Но вот так вот внутри, если зайти, начинаются каналы. О, Изми говорит, похоже на Италию. Ташка ничего, то не тюрюне. Минато, да, не? Вау! Красиво, и людей нету, на удивление, сегодня суббота. Возможно, кто-то помнит мое видео из Венеции, когда мы с Изми остались не очень довольны нашей поездкой в Италию, потому что у нас были наши завышенные ожидания, а в реальности мне лично показалось, что было очень много туристов, включая нас, это еще и были выходные, плюс было довольно грязно, мусор в реке плавал, на улицах валялся и пахло не очень приятными местами, поэтому я лично была расстроена нашей поездкой в Венецию, но здесь мне очень нравится. Наверное, что-то подобное я ожидала от порта, от реки такой. Здесь чисто, мало людей и все такое миленькое, аккуратненькое, компактное. Дальше мы пошли в место, которое мне советовали живущие в Валенсии, мэрия Валенсии, но не за документами для переезда, не волнуйтесь. Сейчас мы идем через центр Валенсии в мэрию Валенсии. В нее вроде как можно зайти бесплатно и посмотреть на выставку истории Валенсии, а также очень красивый традиционный исторический интерьер. Вот так выглядит мэрия Валенсии, такое красивое историческое здание. Конечно, с мэриями в Японии сравнивать даже нет смысла. Идемте внутрь посмотрим, какое оно. これ無料ってすごいよね。これ市役所なのどこが市役所なの Вау. Знаю, что всем очень нравится японская архитектура, но после жизни в Японии, наоборот, всегда мы в шоке с европейской архитектурой, насколько все золотое, огромных размеров, совершенно не такое, как в Японии. Изуми и я закончили архитектурные университеты в Японии, поэтому мы очень любим разные музеи, особенно связанные с искусством, и поэтому мы не могли пропустить еще один музей неподалеку – музей керамики Валенсии. Думаю, вы уже поняли, что мы любим разные музеи. Сегодня мы пришли в музей керамики и декоративного искусства Валенсии. Вот такой вот огромнейший, очень красивый музей, но вход стоил всего лишь 3 евро с человека. И у нас есть всего лишь 1 час, чтобы его исследовать, потому что через час начинается сиеста, поэтому идемте. Мне кажется, для японцев это вообще шок-контент. Как же красиво! В Европе в 18 веке также было популярно восточное искусство и интерьеры, поэтому в этом музее много разных вот таких вот керамических изделий и картин, которые были привезены из Китая, а также что-то даже из Японии. Мне кажется, это из Японии, похоже на самураев.
У нас, по идее, еще есть 15 минут до того, как музей закроется на сиесту с 2 часов дня, но уже такая атмосфера, типа, быстрее уходите. Поэтому мы закончили нашу экскурсию. Было очень красиво, советую. 2 часа дня, магазины все закрываются на сиесту. Оказывается, что по воскресеньям многие музеи в Валенсии бесплатные, поэтому сегодня мы пришли в очередной музей. Извините, мы очень любим музеи. Музей Contemporary Arts, современного искусства. Хоть это и музей современного искусства, здание не современное, вот такое вот классической архитектуры. Очень красиво смотрится. И мне также очень нравится, что много мест, где можно просто вот так вот посидеть и отдохнуть в музеях. И, кстати, даже если это не воскресенье, вход в музей стоит не очень дорого. Они обычно стоят всего лишь несколько евро с человека. Вообще в Токио, когда мы жили, да и в Фукуоке, в принципе, тоже, мы иногда ходим в музеи, но я бы не сказала, что очень часто. Но здесь, в Европе, в Испании, как-то настроение такое более творческое, скажем так. Кто был в Японии, знает, что особенно в Токио очень много классных музеев, но во многие нужно заранее покупать билеты, отстаивать очередь, а сами билеты стоят 10-20 евро. Поэтому, когда люди обычно отрываются на пляжах в Испании, мы отрывались в музеях. Мы решили зайти в музей искусства Валенсии, и оказалось, что он тоже бесплатный. Ой, здесь везде такие двери, обычные двери, в которые я не могу зайти. Вау. Приятно, когда искусство бесплатно можно посмотреть. Искусство. Ребята, это же персонаж из Шрека. Очень похож. Изуми сказал мне, что этот музей его вдохновил, и одна из причин тому, мы не пошли искать туда что-то определенное, как мы обычно делаем. Ищем книгу по интересам, фотографии по хэштегу и так далее. Поэтому было много новых открытий, которые сам бы не нашел. И еще одна особенность Валенсии и, наверное, Испании в целом, тут очень много разных праздников. За месяц, что мы провели здесь, было 3 или 4 таких фестиваля с разными танцами, ярмарками и празднованием. В этот день мы застали танцы у одной из площадей города, где девушки и мужчины менялись парами каждые несколько движений танца. Изуми предположил, что это раньше был такой старинный матчинг, как Тиндер почти. Танцевало так много пар, что в какой-то момент мне показалось, что это сгенерированная искусственным интеллектом картинка. Но нет, это реальность. Сам по себе город Валенсия не очень большой по площади, но количество музеев, кафе и разных ивентов не дает заскучать. А были ли вы в Валенсии и какие еще места нам бы посоветовали посетить? Всем большое спасибо за просмотр, всем пока!